Наш канал выходит на новый уровень, и теперь мы будем снимать для вас видео с польскими экспертами. И сейчас вы увидите одно из таких видео. Мы знаем, что многие из вас пока еще не идеально говорят на польском языке, поэтому специально для вас мы создали две версии. Одну на русском языке, адаптированную и переведенную с польского через ИИ. Она не идеальна, но все смыслы четко донесены. Ну а если для вас важно услышать все в оригинале, то у вас есть такая возможность. Вы можете стать спонсором нашего канала, поддержать нас и получить эту версию в оригинале, а также ряд ценных бонусов, которые дает спонсорство на нашем канале. Внизу под видео есть кнопка «Стать спонсором», и мы начинаем смотреть выпуск. Если ты украинец, то у тебя сразу минус 50 баллов. Jest możliwość udzielenia kredytu bez karty pobytu. Ипотека – это тот инструмент, который сохраняет брак часто от развода. Если ты в схеме не видишь лоха, то значит лох ты. Jeżeli chodzi o historię kredytową, nie musicie się o to martwić i nie budujcie jej. Так получилось, не могу платить кредит. Ty odchodzisz bez niczego. Nie warto nie spłacać kredytu. Надо это переварить. Ты понял? Короче, Możemy wziąć w zupełnie obcym człowiekiem kredyt hipoteczny. Мы сейчас возбудились. кто может без квартиры вообще всю жизнь быть, потому что когда-то где-то ему сказали нет, а на самом деле да, просто надо... В жизни каждого человека возникает вопрос, покупать ли квартиру в Польше, а если покупать, то брать ли ее в ипотечный кредит или покупать за наличные. Если у вас есть наличные, я вас поздравляю, вы научились зарабатывать деньги и все хорошо, берите. Но если вы понимаете, что денег достаточно на первый взнос, то это видео для вас. И сегодня у нас уникальный формат. Во-первых, справа от меня Николай, вы могли видеть его у нас на канале. Это наш эксперт по недвижимости, партнер. И сегодня у нас поляк, правдивый, да, настоящий поляк, эксперт в помощи по получению ипотечных кредитов. Цель, которую мы ставим, это сделать так, чтобы после просмотра этого одного подкаста у вас больше не было вопросов по ипотечному кредиту, да, в этом вопросе. И только вопрос, как связаться с нашими экспертами. Поехали. Представьтесь еще раз, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Николай, я эксперт по недвижимости и амбассадор на данный момент самого большого агентства, русскоязычного агентства недвижимости в Польше с экспертами, с риэлторами в каждом городе Польши. Здравствуйте, меня зовут Mirek Boratyński, я кредитный консультант, у меня 8 лет опыта с кредитами, у меня уже думаю, что больше, чем 100 клиентов, ну больше, 100 было в последних 2-3 года. Что еще могу сказать? Но я работаю с клиентами, с иностранцами, помогу вам взять кредит в Польше на квартиру. Кто, как не житель Польши, знает, как работают польские ипотечные кредиты. Контент — это самое важное, поэтому специально для вас мы нашли эксперта поляка и будем переводить дальше все это с польского на русский язык, чтобы вам еще и комфортно было это слушать. Поехали! Слушай, мне на самом деле еще, если можно, один вопрос. Правильно понимаешь, что в последнее время у тебя так много клиентов не поляков, ну, то есть иностранцев, что ты даже начал учить русский язык, чтобы обслуживать такое количество клиентов? То есть как это выглядит? Выросло количество людей, желающих, иностранцев, желающих купить и взять ипотеку? Итак, вообще идея сотрудничества с клиентами, говорящими на русском языке, появилась из-за того, что возникла такая необходимость. После того, как 2-3 года назад я заметил значительный рост числа клиентов, конечно, вначале я пользовался помощью переводчика на таких встречах и при помощи сотрудничества с клиентами из-за границы. Однако 1-1,5 года назад я начал учить русский язык, чтобы лучше общаться с клиентами уже напрямую. Конечно, на консультациях я делаю это на русском языке, чтобы вы лучше меня поняли, я делаю это на польском языке. И петарда. Co, zaczniemy. Что анализирует банк при принятии решения? Какие базовые, подставовые, такие базовые вещи он анализирует? Окей. Когда речь идет о кредитах для иностранцев, потому что об этом мы говорим, мы должны учитывать в первую очередь подход банков и то, как они подходят к тому, чтобы вообще принять вас как клиента, который может получить ипотечный кредит. Первое, что мы проверяем, это
гражданство клиента — это гражданин Беларуси, Украины, России, там, Турции. Здесь в основном речь идет о разделении между гражданами Европейского Союза и гражданами из-за пределов Европейского Союза. Если мы говорим о гражданах из-за пределов Европейского Союза, то есть в основном о русскоязычных клиентах, мы учитываем его вид на жительство. Очень важно, чтобы этот вид на жительство был действителен, по крайней мере, еще на год. Есть возможность получения кредита без вида на жительство, но это связано с большими исключениями. Так что правило таково, что если у нас есть вид на жительство, то с кредитом не будет проблем. Далее, конечно, мы должны иметь кредитоспособность, то есть зарабатывать деньги и показать какую-то связь с Польшей. Также мы хотим здесь остаться, хотим здесь жить, хотим здесь работать. Тогда мы можем пытаться приобрести недвижимость в кредит. Вопросы есть? То есть у нас есть как бы два основных требования. Это карта по быту и зарабатывать в какое-то время легально деньги тут, чтобы банк видел, что и мы дальше сможем оплачивать ипотеку. Да, мы должны знать, что для банка очень важно это проверить, будет ли этот клиент жить в Польше и сможет ли он продолжать выплачивать кредит. Речь идет о определении риска. Поэтому если банк увидит, что у клиента есть вид на жительство на несколько лет, или если это карта постоянного проживания, и он работает по трудовому договору на неопределенный срок, не указано, это идеальный клиент для банка. Окей, супер. А если говорить как раз про оплату труда, да, потому что очень часто люди зарабатывают деньги не обязательно в Польше. То есть они могут зарабатывать как в другой валюте, так и вообще в другой стране быть трудоустроенными, да, но жить в Польше и хотеть купить квартиру в Польше. Как банки на это смотрят? И можно ли такую ипотеку получить? Можно. Взять ипотечный кредит. Только тогда мы говорим скорее о кредите в валюте. То есть если у нас есть иностранец, который живет в Польше, но работает, например, удаленно и работает в немецкой компании, где получает доход в евро, здесь уже возникают первые проблемы, потому что у нас очень ограниченное количество банков, которые предоставляют кредиты в евро. На сегодняшний день это только 2 банка. И теперь мы должны с этим клиентом адаптироваться к этим 2 банкам. Итак, у нас есть серьезные ограничения, но это возможно. А это в евро, да? А в долларах можно получить? В долларах нет. Сегодня ипотечный кредит в Польше мы можем взять только в той валюте, в которой зарабатываем. То есть мы можем взять кредит в валюте польской и в валюте, в которой зарабатываем, но это не может быть валюта, не действующая в Европейском Союзе. То есть это может быть, в основном мы говорим здесь о евро. Окей. Только отмечу, что о доходе в валюте — это трудовой договор. О доходе в валюте, если у нас есть бизнес, то это может быть также доход в евро и доход в долларах. И некоторые банки имеют такую интерпретацию, что если мы зарабатываем в валюте, но рассчитываемся в Польше, то они рассматривают это как доход в польской валюте, то есть тогда мы берем кредит в злотых. То есть можно зарабатывать в долларах, имея działalność, да, и при этом все равно взять кредит в злотых. Можно только, как я упомянул, очень важно не во всех банках. В 2. Если быть точным. Нет, если говорить об этой ситуации, то больше банков. Окей. Супер. А насколько для банка влияет то, что ты иностранец, а не поляк? То есть, условно, если ты поляк, то не так. Если ты украинец, то у тебя сразу минус 50 баллов? Или как это работает? Нет, подход очень простой. На самом деле гражданство для банка не имеет значения. Дело только в том, чтобы мы предоставили соответствующие документы. То есть для банка, если мы являемся гражданами Украины, но у нас есть карта постоянного проживания, то просто банк либо это принимает, либо не принимает. Поэтому мы идем в банки, которые это принимают. Что касается условий кредита, то являемся ли мы поляками, или мы из Украины, или мы граждане Беларуси, это не имеет значения. Если банк принимает нас как клиента, это не влияет на условия кредита. Речь идет о процентной ставке и других вещах. Конечно, возможно, что если мы берем ипотечный кредит и к этому кредиту, например, добавляем страхование жизни или страхование недвижимости, то, например, некоторые компании, сотрудничающие с данным банком, могут не захотеть застраховать, например, клиента из определенной страны. И, возможно, это может повлиять на то, что мы не можем оформить страхование жизни, из-за чего у нас, например, ухудшаются условия кредита. Но дело не в самом, то есть не в самом гражданстве. Оно не влияет, только возможность воспользоваться дополнительными продуктами, например, кредитной картой,
Если, например, кредитная карта снижает процентную ставку по кредиту, а у гражданина Беларуси слишком короткий срок действия вида на жительство, то, например, он может взять ипотеку, но не может получить вид на жительство. И теперь только это влияет на процентную ставку, а не то, что он является гражданином другой страны. Сколько стоят деньги в Польше? Вот в этом году какой самый минимальный кредит для клиента ты смог получить, да? И какой самый дорогой был кредит? Если говорить о процентных ставках по кредитам, то сегодня лучший банк на сегодня для получения ипотечного кредита предлагает процентную ставку в размере 6,91 полной ставки. Если говорить о переменной, то это будет около 7,5-7,6%. Худшее предложение, ну, вы знаете, да, это трудно определить, потому что на худшее не смотрят, смотрим на лучшее. Но я думаю, что если не брать дополнительные продукты, то это будет около 9-10%. Вау, это И, много. да, и это правда, что сейчас в Польше самая большая ставка, если сравнивать Европу, или нет? Да. Польские процентные ставки по кредитам в Европе у нас довольно... Кредиты... Почему? Почему? У нас в школе один... Я не знаю. Почему? Потому что у нас такие процентные ставки. Мы должны помнить о том, что во всей Европейском Союзе, то есть в большинстве стран Европейского Союза, у нас есть евро, у нас есть еврозона. В Польше мы оставили злотый, поэтому у нас немного другая денежная система. И у нас показателем процентной ставки по ипотечным кредитам, референтной ставкой для кредитов в злотых является ВИБОР, а не Еурибор, как для кредитов в евро. Поэтому, поскольку наша страна боролась с инфляцией, она подняла процентные ставки, и из-за этого вырос ВИБОР. Если ВИБОР вырос, ТО, соответственно, выросли. Процентные ставки по ипотечным кредитам. Отсюда вопрос. Может, если кто-то уже знает, чтобы закрыть эту тему заработка в евро, может, есть смысл брать ипотеку в евро? Это будет выгоднее или может повториться история, знаешь, как с франками, когда эти кредиты резко вырастут в цене, и это станет ударом для людей? Если мы зарабатываем в евро и имеем кредит в евро, то у нас нет валютного риска. Проблема с кредитами в швейцарских франках заключалась в том, что клиенты, которые зарабатывали в злотых, взяли кредит в франках, и внезапно возникла проблема с валютным риском, потому что франк стоил 2 злотых, а вдруг стал 3,50. И отсюда появилась основная проблема. Проблемой был не сам рост процентных ставок, а валютный риск. Если говорить о кредите в евро, если мы зарабатываем в евро, то у нас нет этого риска. Ведь какая для нас разница, если мы зарабатываем в евро и зарабатываем 2000 евро, и евро стоит 4 злотых, или евро будет стоить 5 злотых? Это не влияет на валюту, а на сумму платежа, потому что мы продолжаем зарабатывать наши евро и выплачиваем в евро. То есть тут важный момент, чтобы люди зафиксировали. Идеально, поправь меня, если я неправильно сказал, идеально человеку брать кредит в той валюте, в которой он зарабатывает деньги. Да? Tak. Это будет. Tak, nawet и будет продолжать Да. следующие Tak. 20 лет. No, dlatego właśnie pojawiła się ta rekomendacja KNF-u, tak, żeby brać kredyt w takiej walucie, w jakiej zarabiamy. И мы еще, знаешь, с тобой только что проговорили про разные проценты при плавающей ставке и при постоянной. И банки сейчас предлагают, я так понимаю, и одну, и вторую. И вопрос, какую лучше выбрать, плавающую или постоянную ставку. Потому что это же имеет на самом деле влияние там, на ближайший минимум 5 лет, да, как ты будешь платить. И объясни для людей простым языком, в чем ключевая разница. Окей. Я постараюсь объяснить это как можно проще. Что касается ипотечного кредита в Польше, сегодня мы можем взять кредит, основанный именно на переменной или на фиксированной ставке, только это значит периодически фиксированные ставки. То есть, говоря коротко, если мы возьмем кредит на основе фиксированной ставки, это будет заключаться в том, что мы заключаем кредит с банком на 30 лет, но фиксированная ставка у нас определена только на первые 5, 7 или 10 лет в зависимости от банка. Однако самым популярным периодом является 5 лет фиксированной ставки. Что касается переменной ставки, сегодня мы берем кредит, где определяющими процентные ставки будут маржа и ВИБОР. И в чем заключается переменная процентная ставка? Она заключается в том, что если ставка меняется, то меняется и наш платеж. Вот там разница здесь проста. Только, например, если мы возьмем кредит с фиксированной ставкой, у нас есть гарантия, что независимо от событий мы будем все равно платить одинаковый платеж в течение 5 лет. Если мы возьмем кредит с плавающей ставкой, этот платеж будет изменяться. В зависимости от того, какой ВИБОР используют банки раз в 3 или 6 месяцев,
Мгм. И этот вибор они могут менять каждый месяц даже? Это зависит от банка, потому что банки могут основываться на Вибор 1М, 3М или 6М. И теперь в зависимости от того, на каком Вибор основывается банк, так он и составляет график погашения. На А месяц. из твоих клиентов, если вот взять 100% клиентов, какое соотношение, кто берет гибкую ставку, а кто берет ставу? Это действительно интересный вопрос, потому что Мама дуже цікавих питань. 150 цікавих. интересно, это вопрос, потому что этот вопрос задается на каждой встрече с клиентом. Ну, да, только. Проблема заключается в ответе. Вся суть в том, что сегодня вот, если говорить о фиксированной процентной ставке, она дешевле, чем переменная ставка. Поэтому большинство клиентов вот в первую очередь смотрят на то, что, окей, сегодня я могу иметь более низкий платеж и дополнительно гарантию, что этот платеж не увеличится. И здесь возникает первый вопрос. Ну хорошо, но что делать, если этот платеж, если не увеличивается, то и не уменьшается, верно? А клиент говорит, хорошо, а что, если процентные ставки упадут, так? То есть, например, уже сейчас мы знаем, что объявлены первые снижения процентных ставок, и вопрос, что тогда делать? И тогда ответ очень прост — рефинансировать этот кредит. То есть, если я работаю со своими клиентами, я делаю это так, что сегодня мы получаем ипотечный кредит на лучших условиях, которые есть на рынке. И если через полгода, через год, через 2 года появятся лучшие предложения, я звоню этому клиенту и говорю, дорогой клиент, у тебя кредит с процентной ставкой 7%, потому что такие сегодня лучшие предложения. А сегодня мы можем сделать то же самое, только чтобы у тебя было 4% годовых. Ну и ты экономишь, не знаю, в зависимости от суммы твоего кредита, 500 тысяч злотых на каждом платеже. Делаем это или не делаем? Он говорит, око, делаем. И тогда мы переносим кредит в другой банк. На самом деле это очень мало формальностей. Это заключается только в том, что мы подаем новую заявку в новый банк погашает старый кредит, и с следующего месяца ты платишь меньший взнос. Звучит как-то фантастически. То есть звучит так, что если я подписался минимум на 5 лет на определенную оплату, но и кредиты в стране подешевели, то можно рефинансироваться и после этого платить меньше. Tak. Классно. Tak, można tak robić, tylko tutaj Какие jeszcze jest... риски? Ризико. Хорошо, я закончу это. Здесь отмечу, что если сегодня ты решишься на фиксированную процентную ставку, то если захочешь рефинансировать этот кредит, то не перейдешь на переменную процентную ставку. Если взял кредит с фиксированной ставкой на 5 лет, даже при рефинансировании останешься на фиксированной ставке. После завершения 5-летнего периода фиксированной ставки сможешь изменить ее на переменную. Окей. А сколько раз можно делать рефинансирование? Можно каждый год, например? Можно каждый год. Сегодня нет никаких ограничений, касающихся рефинансирования кредитов. Есть один банк на польском рынке, который говорит, что если ты придешь к ним и покажешь, что уже рефинансировал этот кредит, они не будут его рефинансировать. Но это только один банк. У нас есть еще несколько других. А чтобы рефинансировать кредит, нужно все равно, чтобы у тебя была и работа, и карта по быту. Да-да. Помним о том, что для рефинансирования кредита мы должны заново иметь кредитоспособность. И новый банк должен нас принять. То есть это новый кредит, поэтому мы подходим к нему так же, как к первому. От зера. Od zera. Мы стараемся получить лучшие условия. Возвращаясь к твоему вопросу, ты спрашивал о рисках, связанных с рефинансированием. Об этом ты спрашивал. На самом деле риск заключается только в том, что если сегодня ты решишься на фиксированную ставку, а процентные ставки упадут, и ты останешься со своими семью, например, с 7%, и, предположим, потеряешь работу, возможности не будет, потому что у тебя был трудовой договор при первом кредите, а теперь делу 6 месяцев. Если процентные ставки упадут, ты не сможешь перенести этот кредит, новый банк не предоставит тебе кредит, у тебя сейчас нет возможности. Подождем момента, когда ты сможешь это сделать, и сделаешь. Это такое... Główne ryzyko. Это есть риск. Okay. Тут важно, знаешь, вопрос. Если банк увидит, что мы хотим рефинансировать и перенести в другой банк, да, не обидится ли этот банк и не поднимет ли нам проценты, типа штраф за то, что мы хотели уйти от него? Такого нет? Нет. Сегодня, если говорить о каких-либо комиссиях за досрочные выплаты, их очень мало. Это значит, что мало банков вообще применяют такой штраф за досрочное погашение или за полное погашение кредита. И если сегодня мы возьмем наш кредит и переведем в другой банк, то сделаем так, чтобы ты не заплатил никакой комиссии за досрочное погашение. Классно. Супер.
На самом деле, ты когда отвечаешь, у меня очень много, я выхватываю слов, к которым хочу прицепиться, потому что ты сказал две классные вещи, что у тебя постоянная ставка, даже если вдруг война. Я так подумал, а если вдруг война? Ну давай, гипотетически. Что делать, если война в стране? Можно не платить кредит? Это может считаться как сила высшая, знаешь, это в Польше, или как такое условие, при котором сказать, вы видели, какие кредиты? Война в стране, куда? Но, окей, ты спрашиваешь о том, что делать, если начнется война. И нужно ли платить? Да, да. Можно же не платить? Я задам вопрос, что делают клиенты из Украины, у которых идет война, а есть ипотечные кредиты в Україні? То питання до нас? Так. В залежності від не знаю. ситуації. Ты знаешь? А генерально мусим платить. Ну, właśnie. Muszą płacić. Ну, właśnie. Ежели так, направду. Значит, война, конечно, является чрезвычайным состоянием, но мы все равно должны погашать наши обязательства. Так. Все, ты понял? Да. Приведу пример. Мы также не знаем, что будет в будущем, потому что, посмотрите, например, был ковид, и что сделали кредитные каникулы? Можно было не погашать кредит, возможно, выйдет распоряжение, что выплаты приостановлены. Только помните, что это все-таки банковский сектор, который будет бороться за свое. Потому что банк — это коммерческая... Да, банк — это не благотворительная организация. Они хотят зарабатывать деньги. Мы у них взяли, поэтому должны вернуть им эти деньги. А что касается такой ситуации... Знаю, что некоторые спрашивают это, и мне кажется, не все зрители знают это и понимают, на чем ты зарабатываешь, когда помогаешь. Потому что некоторые до сих пор думают, что нужно платить тебе отдельно готовкой. Нет, я как кредитный эксперт не могу брать с клиентов оплату. Это установлено законом. Я не могу. Не могу, да. Если какой-либо кредитный эксперт хотел от вас деньги за это, предоставит... Нет, не предоставит, что будет вам помогать взять ипотечный кредит. Вы можете это сообщить. Это незаконно. Я не могу брать с вас деньги, потому что меня вознаграждает банк. Короче говоря, если клиент приходит ко мне, моя роль заключается в том, чтобы проверить его возможности, подсказать ему, в каких банках вообще он может получить кредит, представить ему предложения этих банков и помочь ему в подаче заявок. И за это меня вознаградит банк. То есть если клиент в итоге получит ипотечный кредит, получит решение, подпишет договор и получит кредит в данном банке, то этот банк заплатит мне за то, что я привел ему клиента. Можно сказать, что это такой еще один способ распространения их продукта. Так? Ну да. Отсюда выходит вопрос. У тебя есть выгода продать мне какую-то ипотеку, где тебе больше заплатят. Это правда, что разные банки по-разному платят, или наоборот, тут не ты решаешь, а клиент решает? Как это выглядит? Это значит, что разницы незначительные, несущественные. Для меня самое важное в работе — это чтобы клиент получил этот кредит на лучших условиях, потому что я знаю, что такой клиент ко мне вернется. Потому что сегодня у нас есть такие общие знания, которые мы можем проверить. Предположим, ко мне приходит клиент, которому я говорю: окей, мы можем подать здесь, здесь и здесь, но в конечном итоге я скажу: знаете, моя работа заключается в том, чтобы помогать этим клиентам в выборе. И если по моей вине он возьмет кредит, а потом увидит, что в другом банке условия лучше, или спросит другого эксперта, и этот эксперт скажет ему, что он мог сделать что-то лучше, то вернется ли такой клиент ко мне или порекомендует меня своим знакомым? Скорее всего, нет. Я основываюсь на том, чтобы этот клиент был очень доволен и рекомендовал меня дальше, потому что благодаря этому мой бизнес растет. Окей. Как улучшить свою кредитную историю? Это, я думаю, самый популярный вопрос. И под нашими видео, когда мы с Колей записывали видео, много людей писали в комментариях и писали Коле, мне в личные сообщения, как улучшить кредитную историю, как это сделать лучше. И вот расскажи про эту систему, как она работает в Польше, и в чем разница там между Польшей и Америкой, допустим, либо там, я не знаю, Украиной, да, если ты понимаешь, как это в Украине работает. Нет, я знаю, как выглядит кредитная система в Украине, но я расскажу вам, как она выглядит в Польше. И теперь я знаю, что очень часто появляются такие комментарии, что чтобы улучшить свою кредитоспособность, не столько способность, сколько показать себя как хорошего клиента и построить свою кредитную историю, возьмите что-то, например, в рассрочку, возьмите какой-нибудь небольшой потребительский кредит и не слушайте этих глупостей, короче говоря. Да, беря ипотеку, не иметь истории лучше, чем иметь плохую.
И помните также о том, что если вы возьмете потребительский кредит, потому что кто-то вам это посоветует, то, беря ипотечный кредит, этот потребительский кредит снижает вашу кредитоспособность, потому что это финансовое обязательство, да? То есть каждый месяц у вас есть какое-то обязательство перед каким-то банком. Не знаю, это будет 300 или 500 злотых. И помним о том, что если я зарабатываю, например, сумму X, и в течение месяца у меня есть потребительский кредит на 500 злотых, то мой доход для банка — это X 500. Так что если говорить о кредитной истории, не нужно об этом беспокоиться. И не стройте ее. Ну и существуют ли какие-то, как сказать, лайфхакс, да? Лайфхаки или идеи, как вот все-таки дотянуть эту кредитную историю? Вот, допустим, приходит человек, и у него там на домохозяйство только там 6 тысяч злотых дохода, а ему там минимум 8 тысяч надо. Можно ли что-то придумать легально, да, что-то сделать? Только легально. Только легально. Кроме того, чтобы посоветовать ему, что тебе надо больше зарабатывать. Так, наверное, это в этом моя работа. Показать клиенту возможности. Вот если ко мне приходит клиент и говорит, что он зарабатывает 6 тысяч злотых, а хотел бы получить 700 тысяч кредита, то я, конечно, скажу ему, что нет. На сегодня он такой кредит не получит, но я могу подсказать ему, что нужно сделать, чтобы получить такой кредит. Итак, первое дело, если клиент один, то единственное решение этого зарабатывать больше. Только помните, что банк будет учитывать среднее значение за последние, в зависимости от формы получаемого дохода, среднее за последние 3, 6 или 12 месяцев, там, иногда даже за 24 месяца. Поэтому эту способность иногда нужно строить довольно долго. Но если придет клиент, да, и, например, он зарабатывает 6 тысяч злотых и хочет взять кредит, который ему не по карману, то, возможно, у него есть кто-то, с кем он может взять этот кредит. Вот, например, придет парень, у которого есть девушка, и он не знает, что может взять кредит. Вместе с девушкой, даже если они не состоят в браке. А я отвечаю, что можно. Итак, я зарабатываю 6, моя девушка зарабатывает 6, вместе у нас 12. Для банка мы пара, которая зарабатывает 12 тысяч злотых, так что это отлично. Во-первых, мы зарабатываем больше. Во-вторых, есть 2 заемщика, благодаря чему риска для банка меньше. Так что это плюс. Помним о том, что, беря ипотечный кредит, мы не обязаны состоять в каких-либо формальных отношениях с другим человеком. Мы можем взять его с совершенно незнакомым человеком. Ипотечный кредит. О, я не знал это. Так, czyli... Я не знал. С братом. У нас тут, у меня тут есть брат, вон он сидит. Могу ли я с ним взять кредит? Можете. То есть, еще раз, я могу прийти со своим братом, не, ладно, я хочу взять кредит с Колей, я понял, он мне нравится, я ему Тут доверяю. важно, чтобы я хотел еще с тобой Да, взять. допустим, Коля хочет со мной взять, мы с ним за руку беремся, приходим в банк и говорим, хотим. Это возможно? То есть мы подписываем документы и добрый путь. Oczywiście. Мы шутили недавно, что ты можешь просто выйти на улицу, взять прохожего, хочешь кредит со мной, и с ним взять ипотеку. Я правильно понимаю, что это недавно, потому что мне кажется, что еще пару лет назад такого не было. Нужно было быть обязательно женатым. Или это тоже миф? Нет, это миф. Что касается ипотечного кредита, помните о том, что мы должны разграничить вопрос собственности на недвижимость. То есть, если мы приобретаем недвижимость как супруги, то у нас есть совместное участие. То есть, есть муж, есть жена, у них есть собственность на недвижимость. Это сообщество, как одна компания, так? Они вдвоем вместе владеют всей недвижимостью. Если говорить, например, о вас, если бы вы вдвоем хотели взять ипотечный кредит на покупку недвижимости, вы устанавливаете доли, в которых покупаете недвижимость, потому что вы не находитесь в формальном союзе. Вы являетесь двумя чужими друг для друга, ну, может быть, близкими, но все же юридически чужими мужчинами. Поэтому, допустим, вы договариваетесь, что покупаете эту квартиру пополам, и тогда ты приобретаешь 50% долей. Ты приобретаешь 50% долей, вы вносите пропорционально собственный вклад в эту квартиру и погашаете кредит. Но может при этом быть моя здольность кредитова низкая, а его супер высокая. То есть как банк рассматривает эту конструкцию, эту ситуацию? Здесь все в порядке. To znaczy, że Условно, я зарабатываю 3000 злотых, а Коля зарабатывает 10 тысяч злотых. Но 50 на 50 мы хотим владеть квартирой. Вот Коля добрый человек, и он человек. Да, здесь.
Основным показателем будет внесение собственного вклада, а что касается кредита, то это солидарное обязательство. Поэтому, несмотря на то, что ты зарабатываешь мало, а он зарабатывает очень хорошо, вы отвечаете солидарно. Потому что если Миколай перестанет погашать кредит, ты все равно будешь нести ответственность за этот кредит. То есть, если кто-то из вас перестанет, скажет, что не будет платить, то на втором лежит это обязательство, и он должен его погашать. Поэтому для банка не имеет значения, в каких пропорциях вы зарабатываете. У вас есть. У меня миллион Вопрос вопросов. очень- Просто это взрыв мозга. Мы сейчас возбудились, как Слушай. это сказать. Мы сейчас возбудились, потому что я этого тоже не знал. Ja widzę, że weźmiecie ten kredyt, nie? Да. Курды столом, ты. Слушай. И напишите мне в комментариях, кто хочет со мной взять пару кредитов. Я тут... Сейчас украинцы подумают, новую схему придумают. Но Да? надо платить. Тут еще важно, кто-то из вас один должен платить. Кто-то, смотрите, есть такая поговорка. Если ты в схеме не видишь лоха, то значит лох ты. Окей, но теперь, если говорить о дальнейшем повышении кредитоспособности, какие есть решения, например, если это брак, и здесь мы говорим о том, что, например, муж зарабатывает очень хорошо, а жена, например, не зарабатывает вообще, и проблема в том, что вдвоем у них нет способности. Но если бы муж был один, то он мог бы иметь эту способность, тогда мы можем сделать разделение имущества. Разделение имущества действует на том принципе, что все, что данное, лицо после разделения имущества приобретает самостоятельно, приобретает в личное имущество и отвечает только за свои долги. Таким образом, после разделения имущества нотариально оформленного, такой муж может сам взять ипотечный кредит и купить недвижимость только на себя. Он становится единственным владельцем недвижимости, не имеет проблем с платежеспособностью, потому что жена не является Obciążeniem. Это значит, что мне нужно с женой разводиться или нет? Это первый вопрос. И второй, могу ли я получить кредит, сделать эту раздельность, подписать ее у нотариуса, и как только я получу кредит, сразу 50% продать жене? Это типичные украинские вопросы. Комбинация. Как ты понимаешь. Ja wiem, no tych... Я уже придумал, я себе сделаю 3 жены, они возьмут кредит. Nie można mieć 3 żon w Polsce. Znaczy równolegle. Не, жартую. То есть правило такое, что сегодня я беру кредит только на себя, у меня раздельное имущество с женой, у меня есть кредит, у меня есть недвижимость, а потом я хочу жене. Однако вернуть эту половину. Да, можно сделать что-то подобное. То есть после того, как мы снова создадим совместное имущество, я могу жене дать расширить собственность на жену. Okay. И чтобы сделать эту, разделить эту спільноту, як ще раз? Как это называется еще раз? Wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa. Чтобы разделить эту право властности, да, мне нужно разводиться или нет? Nie. Только у Нет, нотариуса. Tylko u подписать notariusza podpisujemy umowę rozdzielności То majątkowej. есть это как брачный договор, бумагу? но уже после брака. То есть вы женитесь, потом через какое-то время подписываете брачный договор, где... И насколько, делят. последний вопрос, чтобы вот этот момент закрыть, насколько это увеличивает здольность кредитовую, если ты это делаешь? То есть, условно, есть семейная пара, и у них доход там 8 тысяч злотых, и все зарабатывает мужчина, да? И когда они делают эту раздельность, то насколько это увеличивает... Чтобы вы не думали, что это что-то конкретное, я просто привожу пример. Предположим, у нас есть такая семья, где мужчина зарабатывает 8 тысяч злотых, а жена не работает. И для банка тогда это 2 персоны, где обе эти персоны имеют какие-то расходы на содержание такого домашнего хозяйства. Считаем первого. Вот это 2000 злотых. Второй человек это 1500 злотых. Для банка такая семья стоит 3500 злотых. У них остается на данный момент 4500 злотых свободных средств. Если сделаем разделение, муж один, его хозяйство 2 тыс, 1 5 у него остается. Потому что то, что жена бы взяла, она уже не возьмет. Потому что он не содержит, Так. как бы она содержит себя сама. Tak. Окей, все, так понятно. И в такие 1500 злотых уже делают значительную разницу в кредитоспособности. А если у вас много детей, можно также... Чтобы дети сами себя слышали. Чтобы дети остались как бы на обеспечении жены, например, да? То есть жена не работает, но при этом она еще и обеспечивает 3 детей. А вся зарплата моя и большая, да? Так можно сделать? Или дети на тебе, потому что ты зарабатываешь? Как это выглядит? И собака и кот. тоже. No, Если у нас есть дети, то даже если мы заключим брачный договор, дети все равно остаются на содержании родителей. Да? Так что
50-50. Нет, не 50 на 50. Нет, здесь. Мы все еще говорим о том, что даже если есть раздельность имущества, но есть 3 детей, то, на мужа лежит ответственность. Мы так сосредоточились на этом муже, но на нем лежит эта ответственность, чтобы обеспечить этих детей. Так что для банка, конечно, эти дети будут как Osoby w Детей gospodarstwie делить domowym. нельзя пополам, только... Так. Так, А, oczywiście, чтобы вы знали, я знаю людей, которые по-разному показывают этих детей. Можно спрятать их, детей. Люди прячут этих детей, не показывают. Конечно, это так. Помним, что, подавая заявку на кредит, мы заявляем под уголовной ответственностью, что у нас нет детей. Например, Дети до 18? до 18 лет. Ну все, смотри, короче, ситуация следующая. Детей сплавить нельзя, с женой можно договориться. Получаешь кредит, делаешь раздельную Чманкову, получаешь кредит, потом жена возвращается на борт, и ты ей продаешь 50%, и дальше все работает. Продаешь или даришь даже 50%. Даже даришь. Смотри, когда я дарю жене ее 50% квартиры, правильно понимаю, что она теперь тоже обязана платить кредит, если вдруг я не смогу? Или она просто получает квартиру, но Только кредит так. полностью на мне? Tylko она получает квартиру, но не обязана участвовать в кредите. Но помним, что эта недвижимость является залогом по этому кредиту. Так что если муж перестанет выплачивать этот кредит, то может быть, что там на этой недвижимости. Ипотека. Так что банк имеет право на эту недвижимость. Мир разделяется на 2 категории. Первые — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Кому в Польше принадлежит квартира на момент выплаты ипотеки? Это частый вопрос, который в комментариях нам писали. Мгм. Это очень простой вопрос. Когда речь идет о покупке недвижимости в кредит, владельцем являешься ты. Это только ипотечный кредитор, то есть банк записан в 4 разделе земельной книги, что он предоставил кредит на эту недвижимость, но владельцем недвижимости являешься ты. Могу ли я при этом продать квартиру, на которой есть ипотека? Конечно, ты управляешь ею на 100%. То есть если у тебя есть квартира, на которую ты взял кредит, ты можешь эту квартиру сдать в аренду, можешь ее продать, можешь делать с ней все, что хочешь, лишь бы не снизить ее стоимость. Угу. Угу. И сдать в аренду точно так же. Też можешь. Без проблем. А давайте вернемся к этой очень интересной теме, только быстро. Move назад. Это мы вместе берем ипотеку с другом. Или даже, разные есть истории, можно взять с другом, я так понимаю, можно взять с родителями. с подругой, с родителем, с женой. И что, если люди расстаются, ругаются, расходятся навсегда или болеют, умирают, да? Как дальше быть? На кого переносится, например, ты разводишься с женой, да? Кто должен платить дальше за эту ипотеку и в каком соотношении? Здесь может быть очень много историй. Возьмем несколько. Первое. Ситуация будет стандартной, то есть мы в браке, мы разводимся. Мы взяли кредит на покупку недвижимости, мы совладельцы и разводимся. И теперь на самом деле речь идет о том, как вы расходитесь и что хотите сделать. Потому что первое решение такое, часто встречающееся, что мы хотим развестись, у нас есть кредит, у нас есть одна квартира, давайте продадим ее, поделим то, что осталось после выплаты, дело закрыто. То есть, предположим, мы купили квартиру за 500. Мы взяли кредит на 400, выплатили квартиру, осталось 200 тысяч от продажи, поделим по 100, расходимся. Это самый лучший вариант. Второе решение такой ситуации заключается в том, что один из супругов берет на себя кредит и квартиру. То есть, например, вы договариваетесь таким образом, что говорите: окей, я остаюсь в этой квартире, буду выплачивать кредит, ты уходишь. Ни с чем. Или ты уходишь. И, например, я не знаю, возвращаю тебе какую-то часть твоего вклада, который ты внес в эту недвижимость.
Да, тогда мы выписываем этого второго человека из кредита, выписываем его из земельного реестра. Только помните, что в этой ситуации я сам должен иметь возможность выплачивать этот кредит банку. То есть у тебя должна быть кредитоспособность, продолжать чтобы продолжать платить полный кредит, да? Окей, Мгм. окей. Есть второе решение. Что еще мы можем сделать? А если не хотят люди, например, продавать недвижимость, и никто не хочет выселяться, обязательно поделить? Или оба могут дальше быть владельцами и дальше держателями ипотеки? Или надо через суд как-то кому-то одному все равно оставить? Вы можете сделать так, что клиенты могут развестись, но все равно иметь общий кредит, общее жилье. Это касается только их договоренности. Если они на это согласны, то могут продолжать жить в одной квартире. Это не проблема. Да. Эту шутку просто хочется проговорить, давай куда-то вставим, что вот когда люди женаты, ипотека — это тот инструмент, который сохраняет брак часто от развода, знаешь, так говорят во многих странах. И я так понимаю, что можно разводиться, при этом имея ипотеку, и в целом есть много конструкций, да, про которые ты рассказываешь, которые не обязывают людей все-таки жить вместе все 30 лет, пока не выплатят, да? Но мне кажется, самый популярный вариант это и адекватный, это если так случилось, то все-таки пробовать продать эту квартиру, поделить деньги и уже перезаходить в новую квартиру в каких-то... наверное, да. Например, мы помним о том, что расставаться лучше всего, расставание в согласии, и тогда это, да. Наверное, будет плохо. То есть, если мы начнем бороться за то, чья должна быть квартира, кто кого должен выплатить и так далее. Если мы перестанем вдвоем выплачивать кредит, потому что решим, что ты должен выплачивать, а не я, то, конечно, возникнут проблемы. Помните, что если мы не выплачиваем кредит, банк будет начислять нам штрафные проценты, которые намного выше стандартных, процентная ставка по кредиту. И тут мы переходим к следующему важному вопросу. Что происходит, если я, так получилось, не могу платить кредит? Допустим, я его не заплатил 1 или 2 месяца. Вообще. Если мы не заплатим месяц или 2, то банк начислит нам эти штрафные проценты, но важно урегулировать этот платеж. Банк после неоплаченного взноса, если мы задержимся на 14 дней, будет предпринимать попытки связаться с нами, он захочет узнать, почему мы не погашаем этот кредит. Конечно, тогда мы заверим, что будем его погашать, и важно, как долго мы не будем погашать этот кредит. Если мы говорим о задолженностях месяц, 2 месяца, то договоримся, что ничего не произойдет. Если это будет полгода-год, то могут начать появляться проблемы. То есть можно год не платить? Можно. Давайте не год, а давайте возьмем реальную ситуацию. Я работаю на работе, плачу кредит, меня увольняют. Я пока пару месяцев ищу новую работу и не могу платить кредит. Да, просто 3 месяца, 2-3 месяца. Окей, то tutaj снова можем говорить о нескольких решениях. Первое из них — это не допустить такой ситуации. То есть, если мы берем ипотечный кредит, лучше иметь какую-то финансовую подушку. То есть, чаще всего мы говорим о том, чтобы иметь в неприкосновенных сбережениях, допустим, 3-кратный, 4-кратный, 5-кратный размер нашего ежемесячного платежа. То есть, допустим, у нас 2000 кредитов в месяц, сделаем себе 10 тысяч на счете, которые не трогаем. Это на случай, если мы потеряем работу и в течение нескольких месяцев не сможем выплачивать этот кредит, то будем выплачивать его именно из этих средств. Это первое решение. Конечно, мы говорим о самом лучшем решении. Мы столкнемся с дилеммой. Потеря работы, нет сбережений, об этом вы спрашиваете. Здесь снова, если это будет месяц или 2, конечно, я говорю, банк будет пытаться разговаривать с нами, что происходит, почему не платите и так далее. Но если это будет месяц или 2, нам начислят штрафные проценты за эти 2 месяца, но важно это урегулировать. Если мы это урегулируем, не будет ни малейшей проблемы. А насколько эти штрафные проценты, это какие цифры, хибетрицы? Например, так, сейчас, например, если сегодня у нас кредиты под 7%, то штрафные проценты будут 14%. Окей. От суммы на кредиты. То есть, условно, если я плачу 5000 злотых, то 5000 злотых плюс 14% у меня будет вот эти отсетки карные. Так. Чтобы люди понимали четко для себя риск ревард. Что у нас предприниматели смотрят. Не стоит не погашать кредит, чтобы это прозвучало. Если мы берем кредит, то для того, чтобы его регулярно погашать. Мой знакомый ко мне приходит и говорит, у меня открыт счет в Миллениуме, поэтому мне надо кредит в Миллениуме взять. У меня же там 10 лет счет открыт, мне же его точно дадут. Они же видят, сколько у меня денег заходит и выходит. Правда это или нет? Влияет ли это вообще на что-то? Это и плюс, и минус. И минус
и минус, потому что, например, если у нас есть счет в банке Ватчан уже 10 лет, в банке Millennium тот банк видит все. И, короче говоря, если мы подаем заявку в банк, в котором у нас нет счета, мы показываем, например, историю или только поступление за последние 3 месяца. И только это банк принимает во внимание. Такой Millennium видит все. То есть, например, если у нас были какие-то непогашенные кредиты и был арестован счет, неоплаченный штраф, например, так, и у нас было арестовано из-за неоплаченного штрафа, ну тогда Millennium может отказать нам в кредите. Второй момент. Если, например, клиенты хотят скрыть детей, а у них был счет в Millennium, и они платили за детский сад, ну, вы понимаете, детей не скроешь. Так, более того, конечно, могут быть и плюсы. Потому что если банк Millennium видит, что у нас регулярные поступления в течение 10 месяцев с одного места работы, то это, безусловно, плюс. Но здесь хороший пример. Банк Millennium, потому что они хорошо относятся к людям из Беларуси или Украины. Проблема только в том, что сегодня у них одни из самых дорогих кредитов. К этому относятся... К этому они хорошо относятся. Что толку, что они хорошо относятся и принимают, если, например, достаточно пойти в Сантандер и получить гораздо лучшие условия, даже если мы не являемся их клиентом. То есть давайте больше сосредоточимся на том, какой банк вообще нас примет, а не на том, в каком банке у нас есть счет. Немногие банки предлагают лучшие условия для своих клиентов. Насколько выплата кредита раньше влияет на твои расходы? Да? То есть выплачивать кредит раньше — это выгодно или нет? Объясни про то, что ты выплачиваешь в первые 5 или 10 лет, что ты платишь потом, чтобы люди понимали эту пулавку. Здесь вы должны знать, что я беру. Здесь вы должны знать, что я беру в заложники. Это означает, что я удерживаю что-то важное, и вы должны быть в курсе этого. А что платишь? Позже, чтобы люди понимали эту ловушку. Это ловушка, которая может привести к неожиданным последствиям, если вы не будете осторожны и не обратите внимания на детали. Кредит, когда мы посмотрим график платежей, и возьмем такой платеж, например, кредит на 500 тысяч злотых с платежом 3000 злотых, то увидим, что в первом платеже я плачу 400 злотых капитала, то есть от 500 тысяч. В первом платеже и банк вычтет у меня 400 злотых, а оставшаяся часть будет только процентами. То есть банку, то есть, чтобы это прозвучало, вот это не так, что вначале ты платишь только проценты в каждом платеже. Будет также часть капитала, но которая уменьшает капитал, который ты занял. Но, конечно, при условии равных платежей эта процентная часть значительно выше, чем часть капитала. Поэтому существует такое убеждение, что вначале я выплачиваю только проценты. Дело в том, что со временем, когда я немного погашу этот кредит, с каждым последующим месяцем эта часть капитала в платеже. В части платежа он увеличивается, а процентная часть уменьшается. На этом основаны равные платежи. И теперь, если говорить о досрочном погашении кредита, то это очень хорошее решение, даже если потому что, переплачивая кредит до срока погашения, мы погашаем только капитал. И благодаря этому на переплаченный капитал мы уже не будем платить проценты банку. То есть, если мы возьмем ипотечный кредит на 500 тысяч злотых и переплатим его, например, на 50 тысяч злотых, то экономия на всем кредите с процентами за 30 лет может составить даже около 200 тысяч злотых. То есть, переплатив кредит на 50 тысяч, заранее мы можем сэкономить 200 тысяч на общей стоимости кредита. И я могу так одним месяцем прийти и сказать, вот я 50 тысяч хочу заплатить? Да, если говорить о досрочных выплатах кредита, то, конечно, у каждого банка есть своя система для этого, более или менее удобная. То есть, например, некоторые банки соглашаются на любую сумму. То есть я беру кредит и, например, каждый месяц переплачиваю, не знаю, 100 злотых, 500 злотых, 200 злотых. Некоторые банки говорят, что это должна быть, например, минимально двойная сумма платежа, так? То есть, например, у меня платеж 3000 злотых, но я должен переплатить 6000 злотых, так? Но большинство банков скорее идут навстречу и говорят так, что если хочешь переплачивать, то переплачивай и все. Ну смотри, мой знакомый сказал мне так: нет, если я уже взял ипотеку на 30 лет, то мне нет смысла пытаться выплатить ее за следующие 5 лет, потому что я все равно взял ее на конкретную квоту, и я все равно заплачу отсетки банку. И причем все отсетки на весь кредит. Нет. Это неправда, потому что если мы сегодня возьмем кредит на 500 тысяч злотых, так я зацепился, эти 500... Fajnie brzmi, nie? 500 tysięcy. В Варшаве не бжми, в Варшаве не звучит, у Японии. Но если ты взял 500 тысяч злотых сегодня и, например, погашал этот кредит в течение, допустим, полугода, в течение 6 месяцев,
Jesteś zajebistymi takimi spoczyłeś. За... Но нет, дело в том, что ты взял кредит на 500 тысяч золотых, регулярно его погашаешь, каждый взнос, каждый месяц, в течение 6 месяцев, и через 6 месяцев говоришь: черт, у меня 500 000, я погашу кредит полностью. Ну, ты идешь в банк и говоришь: ну, сколько у меня осталось этого кредита? Они говорят: вы взяли 500 тысяч золотых, выплатили нам в рассрочку 10 тысяч злотых, на данный момент у вас осталось 490 тысяч к погашению. Вынимаешь, даешь им 490 тысяч, кредит закрыт. То есть стоимостью твоего кредита были проценты, которые ты заплатил в рассрочку за 6 месяцев. Это единственная стоимость твоего кредита. Банк не может начислить проценты за неиспользованное время, потому что банк начисляет их за время использования капитала. Если ты погасил этот кредит раньше, это значит, что ты не используешь это время. И банк зарабатывает на времени. Угу. А когда ты выплачиваешь кредит каждый месяц чуть-чуть больше, да, надплату делаешь эту, то это правда, что у тебя минусуется, мне просто так говорили, что у тебя уменьшается количество лет, то есть не 30 лет, а 29 лет, да, но не уменьшается рата. Или как это работает? Ну, и знов. Ты понял вопрос? Да. Мне просто самого так... Тут как бы вопрос, знаешь, у тебя уменьшается количество времени или сама рата уменьшается? То есть ты платишь 30 лет, но каждый месяц 3000 злотых? Да, нет, типа 30 лет, но каждый месяц меньше будешь платить, потому что ты уже надплатил. Да. Или наоборот, ты платишь ту же, сколько там банк тебе написал платить, но меньше лет. И это зависит от тебя. То есть, говоря коротко, если ты переплачиваешь кредит, то выбираешь опцию. Хочешь сократить срок или уменьшить рата? Я могу выбрать. Ты можешь выбрать. И, например, если ты принесешь в банк 10 тысяч золотых, то автоматически банк уменьшит тебе платеж. То есть они скажут, что сегодня ты платил 3000 золотых твой. Следующий платеж будет 2800 золотых, потому что ты переплатил 10 тысяч капитала. Ты говоришь: хочу сократить. И, например, тогда такие 10 тысяч золотых могут сократить тебе срок, не знаю, допустим, на год или на 2 года. И благодаря этому ты оставляешь себе такой же платеж, но в этом платеже будет уже большая часть капитала, которую ты возвращаешь банку. То есть ты сокращаешь срок, да, и уже на этом выигрываешь, потому что в течение этих 2 лет у тебя уже не будет этого кредита. А в платеже больше капитала, меньше процентов. Это удобнее. Конечно. Что касается способа досрочного погашения кредита, то удобнее, может быть, не так удобно, но лучше, выгоднее. Сокращать этот срок. Надо это переварить. Ты понял? Короче, да, так, самое дорогое, я так понял, всего, что ты сказал, самое дорогое — это время в этой всей истории. Да? Время — это... Оно стоит как можно... Чем дольше у тебя кредит, тем больше ты за это платишь. Так. Чем меньше времени у тебя кредит, даже если это больше денег, типа каждый месяц, но времени меньше, тебе нужно платить. Чем меньше лет, чем меньше дней у тебя кредит, тем меньше ты по итогу заплатишь. Да, понятно, что ты, если ты будешь уменьшать саму рату, да, то понятно, что и отсетки на эти 30 лет тоже уменьшатся, да? То есть ты как бы все равно меньше банку отдашь. То есть тут тезис даже я еще расширил бы, вывод точнее, да, что в любом случае, если есть возможность делать надплату, то я считаю, ее стоит делать. И лучшая стратегия — это уменьшать количество лет, да, но в любом случае надплата, она прям очень помогает, чтобы, ну мы же хотим меньше денег банку отдать, да, поэтому это логично. Это классно, так, полезно. Почти в 4 раза, да, она уменьшает. То есть, условно, заносишь 10, сокращаешь тебе почти 40 тысяч злотых. Так. Заносишь 100 тысяч злотых сверху, 100 тысяч долларов экономишь, грубо за 30 лет. Да. Насколько влияет на то, какая у тебя будет процентная ставка, сумма первого взноса? Мой тоже знакомый так говорил, что я хочу занести в банк сразу 40% вкладу в Аснего, и у меня будет ниже ставка. Ну, что касается первого собственного вклада, то минимальное, чтобы банк хотел с нами разговаривать, это 10%. Это такой минимум. Только не все банки на это соглашаются. Но если мы говорим о тех, кто это делает, то помните, что процентная ставка по кредиту будет немного выше, чем если бы мы внесли 20%. Потому что лучшим вариантом является внесение 20%. И сейчас каждый банк согласится выдать кредит при 20% в собственном вкладе. Но если только мы не говорим о каких-то нестандартных недвижимостях, но это уже совершенно другая тема. Если мы говорим о стандартных недвижимостях, 20% собственного вклада вполне достаточно. И у нас здесь уже практически лучшие условия, которые мы можем получить. Некоторые банки при внесении большего собственного вклада предлагают еще лучшие условия.
Если мы говорим о 40 или 50%, то это очень незначительные различия. То есть, по факту, да, что люди нас сейчас слушают, они для себя зафиксировали, все-таки не так важно, будет это 40 или 20%, да, то есть это не такая значительная разница, чем то, насколько у тебя хорошая здольность кредитова. То есть самое важное — это здольность кредитова. Так, ну... То есть сколько вы зарабатываете. Да, но вы должны знать, что само внесение собственного вклада не увеличивает вашу кредитоспособность. Ну, да. Так как если есть возможность на 600 тысяч злотых, то вы столько можете взять. И даже если вы принесете в банк, предположим, что хотите купить квартиру... Миллион. За миллион, да? В Варшаве. И у вас есть возможность на 600 тысяч злотых, то вы получите кредит на 600 тысяч злотых, так? Остальное должно быть из собственного вклада. То есть, если у меня не хватает этого, то я просто докидываю свои и получаю кредит на ту здольность кредитовую, которая у меня как бы есть. Так. Вот мне на 500 тысяч готовы дать, а квартира миллион стоит. Это значит, что все, мне 500 тысяч надо докинуть от себя. Выхода нет. Не Так. могу выйти. Так. Я думал, может, есть выйти, а его нет. По поводу первого взноса. Многие клиенты спрашивают про какие-то льготные программы, где можно без первого взноса взять ипотеку. Я слышал, что тоже что-то такое есть, но там условно, возможно, ну, ты расскажи, да? Окей, то это же... Может быть, я вернусь к разнице между 10% и 20%, чтобы клиенты тоже знали об этом, потому что много людей думают, что я подожду и соберу 20%, чтобы получить лучшие условия кредита. Помним о том, что со временем стоимость недвижимости, вероятно, будет. Вырос. Так вот, это мое. Собственный вклад на самом деле будет уменьшаться по отношению к стоимости недвижимости. Это, во-первых. Во-вторых, если мы сегодня возьмем кредит с 10% собственным вкладом и подождем год, стоимость недвижимости вырастет, то оказывается, что наш кредит составляет уже менее 80% от сегодняшней стоимости этой недвижимости. Рефинансировать этот кредит, и у нас будут условия, как если бы у нас с самого начала было 20%. Лучше в течение года платить более дорогой кредит, но купить эту недвижимость, чем откладывать на собственный вклад и ждать роста стоимости недвижимости. Потому что мы можем гнаться, но его не поймать. Это сильная рекомендация, да? Ну, Да. Мне кажется, не все понимают это. Даже те, кто в теме бизнеса и цифры могут читать, могут не понимать эту выгоду, да, что тебе лучше даже в более дорогой кредит зайти сегодня с тем, что если ты ставишь ставку, что рынок там, недвижимости в Польше будет расти. Тут есть другой нюанс. А что, если он не будет расти? Да? Ну да. Да, но знаешь, как бы многие наши клиенты говорят, я хотел покупать там 5 лет назад, но думал, что будет цены опускаться. Да. И каждый год эти цены растут. Каждый год я зарабатываю, откладываю, и мне всегда не хватает ровно там 10, 20, 50 тысяч. То есть всегда, вот сколько бы я ни отложил под подушку, мне все равно всегда этой же суммы не хватает, да? И вот я это понял, как ты сказал, да, что лучше, если у меня прямо сейчас есть возможность взять даже при 10% взносе квартиру, и этот год даже чуть дороже, там не 7, а 7,5, да, я так понимаю, процентов годовых поплатить, что, наверное, там не будет супер большой разницы в пару 100, 200, 300 злотых в месяц, да. Но зато я хотя бы зацеплюсь за эту квартиру, потому что если вдруг она подорожает, не факт, что я за этот год накоплю там тот первый взнос, который мне необходим, или те 20%. Может быть такое, что я буду копить, а через год мне не хватает, да, на нее. То есть я только потеряю на этом. Удивительно то, что при правильном подходе, да, и человеке, который может, получается, помочь, получить кредит, потом выбрать квартирку, открыть бизнес. Звоните нам 937-9992. При правильном подходе ты можешь реструктуризировать, да, свой кредит, ты можешь запланировать, сдураться, да, с консультантом, ты можешь запланировать вот эту вот преждевременную оплату кредита, ты можешь принять решение, буду ли я уменьшать количество лет, либо все-таки уменьшать саму ставку, да, сам кредит. Как бы это все гораздо шире и глубже, чем люди просто себе представляют это топорно. Войти в кредит, да, на 30 лет или не входить. Сколько я буду платить. То есть у большинства людей базовое понимание это по типу, на сколько лет я беру кредит и сколько он мне будет стоить. Все. Выглядит так, как будто вам надо поставить лайк на этом видео, написать ваши вопросы
И внизу под видео вы сможете найти все формы заявки и контакты, чтобы можно было получить консультацию. Вот так вот это выглядит. Слушай, на самом деле, из того, что я понимаю, тебе еще на ремонт надо будет что-то потратить, особенно если это первичка. Вот это нюансик, давайте это хороший обсудим. вопрос, да. То есть часто ты покупаешь квартиру не в самом лучшем состоянии, а иногда бывает, что это первичка, и там полностью нужно делать ремонт. Да. И тут вопрос мира к тебе. Если еще на ремонт нужны деньги, то как это будет опроцентовано, и можно ли взять еще какую-то сумму на ремонт у тебя, у банка? Конечно, есть такая возможность, но что если мы покупаем квартиру, будь то первичный рынок или вторичный рынок, то мы говорим о цели либо отделки квартиры, либо ремонта квартиры. Банк вполне может это профинансировать, поскольку это повышает стоимость недвижимости. То есть, говоря кратко, если мы покупаем квартиру за 600 тысяч злотых в Варшаве и хотели бы ее отремонтировать, например, и нам нужно на это 100 тысяч злотых. Итак, мы должны показать в банке смету ремонтных работ, которая укажет на то, что стоимость этой недвижимости после ремонта вырастет на эти 100 тысяч злотых. И тогда банк говорит, окей, так и будет. То есть я учитываю конечную стоимость недвижимости 600 плюс 100 тысяч, 700 тысяч злотых, и клиент тогда вносит собственный вклад, рассчитываемый уже от этой более высокой стоимости, то есть от стоимости после ремонта. То есть если мы говорим о 20% в собственном вкладе, то если он захочет только купить эту квартиру, то внесет 120 тысяч от 600 тысяч. Но если он захочет взять еще 100 тысяч на ремонт, то тогда внесет 20% от 700 тысяч злотых, то есть 140 тысяч злотых, но благодаря этому получит 100 тысяч на ремонт. Процент. Или процент? Тот же процент — это будет один кредит с двумя траншами. Одна транша будет на покупку, а вторая транша будет на ремонт, сделает этот ремонт, как он захочет. Только условие такое, что если он укажет, какие работы нужно выполнить в этой квартире, то он должен их выполнить. Здесь нам не нужны никакие счета за эту работу. То есть если мы возьмем 100 тысяч злотых, которые хотим потратить на полы, на стены, на постоянную застройку, то мы должны это сделать. Сделаем ли мы это сами или это сделает какая-то бригада, неважно. Банк не будет требовать счетов, не будет требовать квитанций. Они просто приедут и проверят, сделали ли мы то, что обещали сделать. Придет человек и посмотрит. В зависимости от банка. Иногда придет человек, банк попросит, сделай фото, отправил им. Смотри, тут на самом деле очень классный вопрос. Если у меня бизнес, ремонтная бригада, и я делаю ремонты людям, да, я могу взять себе квартиру в ипотеку, попросить там 500 тысяч на ремонт, например, очень хороший ремонт. Могу ли я прислать потом, сделать ремонт за 100? Могу ли я прислать потом банку к фотографии из других квартир, насколько вот это проходит? Или смотри, я почему... Welcome to Ukraine. Да. Это человек 14 лет, сколько? 10 лет в Польше прожил. Да. Мы тебя научим, как это работает. Эту страну не изменить. На самом деле это не мой вопрос. Конечно. Это вопрос от клиента из зала, так сказать. Так, иногда я тоже сталкиваюсь с такими вопросами. Например, если я возьму на ремонт, могу ли я купить на это машину или поехать в отпуск? Из США Автокуст. Габриэль. Да, наш ответ нет. Или если уж да, то действительно нужно постараться, потому что банк также имеет определенные предположения относительно таких сумм, которые мы можем выделить на ремонт. И, например, стандартно это будет, допустим, 520 злотых за квадратный метр. Если у нас есть квартира 50 квадратных метров до 2000 злотых, они нам дадут кредит. У нас есть квартира 50 метров, 100 тысяч, мы получим на ремонт, если докажем, что сделаем работу. Но если у нас есть квартира 50 квадратных метров, банк не предоставит нам 300 тысяч злотых на ремонт, потому что скажет, что это повысит стоимость недвижимости. Оказывается, что потом такая квартира не увеличит свою стоимость на 300 тысяч злотых. Не знаю, какой ремонт мы должны были бы сделать. Так, дополнительно. Вопрос, будет ли такая квартира потом продаваемой после такого ремонта. Потому что банк думает о том, что если кредит не будет выплачиваться, квартира... Банку придется продавать эту квартиру. Да. Потому что банки и здесь, я немного отойду от темы, да, но не любят нестандартных объектов недвижимости, как очень дорогие дома стоимостью 5-6 миллионов. Обычный ипотечный кредит.
Конечно, его можно получить, но это сложнее, трудно продаваемая недвижимость. Банки больше всего любят стандартные объекты недвижимости, то есть квартиру в Варшаве, 50 метров в блоке, да, потому что это самый ходовой товар, говоря так, разговорно. Да, и если мы также говорим об использовании денег на другие цели, кроме ремонта, то, конечно, если, допустим, мы возьмем кредит на ремонт в размере 100 тысяч злотых, а потратим действительно на ремонт 80 тысяч, и у нас останется 20, но мы сделали те работы, которые должны были сделать, это нормально, потому что эти 20 тысяч остаются у нас, и мы можем потратить их как хотим. Tak? Możemy jechać na wakacje. Możemy jechać na wakacje, tak? Jeżeli zrobiliśmy tę pracę, классно. która... Да, ты поедешь в отпуск, но 30 лет за этот отпуск будешь платить банку каждый месяц тоже. Что не очень логично, ребят. Ну Если да. у вас остались деньги с кредита, да, этого, Верните их сразу. то верните их сразу, вы Да. просто меньше будете платить за кредит. Вопрос по поводу сроков. Да? Мы обсудили, как работает кредит, мы обсудили ставки. Как быстро я могу получить кредит в Польше? Если мы полностью готовы к кредиту, потому что, если говорить о самом процессе, то есть я подаю полный комплект документов и жду решения, то быстрее всего мы можем его получить даже за 3 дня. А с какими ты говоришь, если мы уже на 100% готовы, с какими документами я как клиент должен прийти к тебе, чтобы ты сказал, окей, все, 100%. Там. Ну, если взять такой пример клиента. Есть клиент, который покупает на вторичном рынке, там нет никакой ипотечной нагрузки, это чистая квартира. У него подписан предварительный договор с продавцом, он сам получает доход по трудовому договору, поэтому у него уже есть и справка от работодателя. У него есть паспорт, скан карты пребывания, скан паспорта. У него есть выписка из банковского счета. Привет. При трудовом договоре нам не нужно. Возьмем только эти подтверждения, справку от работодателя. И подготовленную оценку недвижимости, потому что мы также должны знать, что банк на этапе проверки заявки захочет увидеть оценку недвижимости от оценщика. Итак, если у нас есть этот комплект документов, и мы подадим его, например, в один из банков, то в течение 3 дней мы можем получить кредитное решение. То есть, если мы подадим сегодня, может быть, сегодня не лучший пример, потому что пятница, но если бы мы с этим комплектом документов пошли в понедельник и подали его, то в среду мы готовы подписать кредитный договор. Единственный банк, который работает так быстро. Что касается остальных банков, то здесь мы говорим скорее о месяце. Просто когда был 2% кредит, я слышал, что люди ждали на решение там 4-6 месяцев. No Это tak, правда? ale Это правда, но давайте согласимся, что это был немного нетипичный период, потому что банки не могли справиться с количеством заявок, которые к ним поступали. Это был кредит с суперпроцентной ставкой. Это было отличное предложение для клиента. На самом деле не нужно было иметь собственный вклад, чтобы купить такую недвижимость. Каждый мог его получить, не было никаких ограничений на квадратный метр, поэтому клиенты, которые могли, пользовались этим. И вдруг, предположим, если такой банк принимал, не знаю, например, скажем, 10 тысяч заявок, а вдруг получил 30 тысяч заявок, то, знаете, они не были готовы к такой большой компании по этому критерию. В какой момент у тебя квартиру может забрать банк? То есть, когда вот что происходит? Ты перестал платить, и как это происходит? Это тоже не так просто, чтобы банк действительно забрал у тебя эту недвижимость. no bo... Просто в Украине это просто. Поэтому мы спрашиваем. Окей. Здесь тебе действительно нужно постараться, чтобы потерять эту квартиру. Самое главное, там это не прятать голову в песок, а все-таки что-то делать. То есть, если у меня проблемы с выплатой кредита, давайте подумаем о продаже этой квартиры. И просто вернем деньги, которые мы туда вложили. Так что это лучшее решение. Ну, а что сделать, чтобы действительно потерять эту квартиру? Ну, лучше всего не выплачивать кредит, ждать, пока банк сделает свое, будут требования об оплате, мы продолжаем не реагировать, не выплачиваем этот кредит. И также помним о том, что мы, как владельцы, имеем право на продажу этой квартиры. Если мы не воспользуемся этим правом, тогда банк может начать действовать в соответствии с законом и начать возвращать свои деньги. Это все равно какой-то судебный процесс, который очень долго длится, и у тебя много времени, чтобы продать эту квартиру. Так. А можно прийти в банк, честно признаться, в плане, насколько большая коммерческая организация может индивидуально с тобой общаться про индивидуальные какие-то условия, каникулы, я не знаю.
В некоторых банках есть возможность взять кредитные каникулы, например, раз в 5 лет на несколько месяцев, не выплачивать кредит. Есть им такое. Это мало популярно, потому что тогда помним, но что такие кредитные каникулы означают, что мы не выплачиваем только капитал, но проценты продолжаем выплачивать. Наш платеж уменьшается только на капитал. Это вызывают такие стандартные каникулы. Это не те кредитные каникулы, которые были во время ковида в Польше, где была полностью приостановлена выплата. Может быть, я немного подскажу, потому что когда речь идет о таких ситуациях, по какой-то причине мы не выплачиваем этот кредит. И теперь давайте договоримся, что если у нас есть квартира, то, скорее всего, мы хотим ее сохранить. Если мы ее не выплачиваем, это может быть вызвано чем-то серьезным, например, болезнью, потерей работы и так далее. Помним то, что там есть страховки, которые могут нас от этого защитить. И, например, если у нас есть страховка, предположим, когда мы можем не выплачивать кредит, мы взяли кредит, как супружеская пара, муж был основным кормильцем семьи и, к сожалению, умер. Жена остается с детьми без дохода. Понятно, что она не будет выплачивать этот кредит, потому что ни из чего. Но если муж застраховался, тогда полис погашает кредит, и жена получает квартиру уже без кредита. Так что это хорошее решение. Весь кредит? То есть как страховка платит? Например, беру кредит на 1 000 000 злотых, и я, как основной кормилец семьи, страхую свою жизнь на 1 000 000 злотых. Если я умираю, моя жена получает 1 000 000. И из этих денег она может погасить кредит. Дорогие друзья, значит, сегодня произошла невероятная ситуация. Мы с вами за один подкаст, за одно видео разобрались в том, как работает ипотечный кредит в Польше. Ставьте лайки, поддерживайте наших гостей, экспертов, спикеров. И если вам нужна, вы не поверите, но если вам нужна помощь в получении ипотечного кредита, то внизу под видео вы найдете ссылочки, которыми можно воспользоваться. Пожалуйста, ваш кейс разберут, вам посоветуют, какие есть варианты, как улучшить, подтянуть, натянуть и получить ипотечный кредит в Польше. Спасибо большое за то, что досмотрели, домучились. Потому что я так понимаю, что это очень длинное видео у нас получается. А на самом деле из личного опыта, из опыта наших агентов, что скажу? Люди приходят за ипотекой или за выбором недвижимости или еще за чем-то уже тогда, когда они уже допустили какие-то ошибки, или еще полгода или год им нужно формировать свою кредитоспособность, да, потому что они вот буквально недавно что-то поменяли, работу, что-то еще. Поэтому точно планируйте свою покупку наперед. Если вы понимаете, что вы через полгода или через год будете что-то покупать, пообщайтесь прямо сегодня с консультантом, пускай он вам даст правильные рекомендации и четкий план действий, алгоритм, что делать, а чего не делать в ближайшее время. Потому что вы можете сегодня что-то сделать, а через полгода прийти покупать, заряженный, хочу, а нельзя. А нужно еще полгода что-то менять, что-то добавлять. Ну да. Вот это как бы самая частая проблема или вопрос, с которыми к нам люди обращаются, чтобы мы решили или вылечили проблему за один день, которую надо лечить полгода. Большое спасибо. Приглашаю на консультации. До свидания. Скромный, да? Классно. Спасибо. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.